Так, ну что, господа, добрейшего всем прекрасного дня из отеля Кора-Кора. Мы с вами на Мальдивах, на этой безумной красоте. Всем привет с предыдущего видео, кто посмотрел, как мы сюда добирались. И сейчас мы с вами начинаем наше новое видео про этот отель Кора-Кора. Очень классный отель, обязательно прям подписывайтесь, смотрите до конца. Комментарии ваши пишите, поддержите лайками. Так, давайте сейчас сразу пойдем посмотрим наш номер, куда мы вчера заселились. И потом отсюда продолжим, и вам буду показывать ужины, обеды, завтраки, и все. Так, вот у нас ресепшн. Здесь у нас кофе-зона. Очень классно. Там, кстати, и кексы, и пироженки. Тоже зайдем посмотрим. Здесь ресторан один итальянский. Есть бассейн. Кстати, в нем музыка должна быть. Туда тоже зайдем послушаем. Вообще всего лишь 3 ресторана. И здесь можно пообедать и поужинать. А завтрак все время в одном ресторане. Вот здесь вот итальянском, китайском. Видео у вас будет, как всегда, заряд позитивных эмоций, солнце, море, пихты, облепихты, ваши любимые животные, интересные, экзотические. Вы обязательно поддержите авансом, сразу ставьте лайк, это бесплатно, нажимайте, не стесняйтесь. И пишите любой комментарий, вопросы, я потом в видео все это буду вам отвечать на ваши вопросы. Ну и так, поддержку тоже пишите любые 4 слова. И обязательно заглядывайте под видео, там много полезных ссылочек есть на сервисы, где можно все без VPN посмотреть, 4К, YouTube, Дзен, везде, вот где вам удобно, там подписан, на телевизоре, кто где смотрит. И обязательно сохраните мой контакт, кто хочет купить квартиру себе в России, 33 региона, в 30 регионах у нас офис представлено. Вот, первичку, вся, без агентских комиссий, все, прямые контракты у вас будут от застройщиков. Вот, так что сохраните обязательно такие подборки, которые делаем мы, вам никто не сделает, то есть подборка вся будет бесплатная. Вот, мы так тщательно подбираем, как себе всегда, то есть прям очень тщательно, стоимость за квадратный метр высчитываем, ездим, смотрим локации, я практически каждый день езжу по застройщикам. Вот, поэтому обязательно сохраняйте, рано или поздно вопрос недвижимости у всех встает, все равно что-то продать в одном регионе, допустим, и переехать в другой, вообще без проблем, все это в рамках одного окна сделаем. Ну и, конечно же, кто хочет отправиться отдыхать, на контакт на Жанну, 9 менеджеров из любого региона России вас отправят на самый лучший отдых. Мальдивы, Турция, Дубай, Таиланд, куда угодно, Вьетнам. Везде мы тоже путешествуем, все смотрим, все отели лично проверяем. То есть, как и с недвижимостью, я лично все проверяю, да, езжу, смотрю. Там коллеги мои, если за границей вы хотите, тоже Турция, Дубай, Таиланд, вас там тоже встретят проверенные менеджеры, которых я лично знаю, я был сам лично на всех стройках. Вот, поэтому все очень надежно, и отдых, и недвижимость. Поэтому заходите, обязательно сохраняйте. Доехали, у нас будет мальдивская вилла, а потом еще будет на острове жилище, в общем, несколько видов. Так, ну давайте обзорчик нашей виллы я сделаю быстренько. Здесь у нас кофе можно приготовить, чай, чипсики, вода, мини-бар. Все тут бесплатно, все пополняют. Шоколадки, молоко, просекко, винишко белое, красное, пиво, водичка, сейф. Так, 2 раковины, 2 умывальника, 1 весы, тапочки для взрослых, для деток сразу, 2 халата, фонарик, жилеты даже спасательные. Да? Пойдемте дальше. Здесь заходим, у нас еще одна комната. Здесь туалет, здесь ванна, душевая кабина гигантская. Здесь можно налить ванну и вот так вот лечь и смотреть. То есть это не стекло, здесь свободно, и можно закрыться, если хочешь. Я уже открыл. Здесь же еще мальдивская сеточка. Помылся, полежал, посох. И пошел в номер. Идемте обратно сюда. Так. У нас вход. И здесь у нас комната большая. Welcome. Добро пожаловать. Там диванчик, телевизор. Кондей как сделал, чтобы не дуло на кровать, когда спишь. Стол, телевизор, шампусик. Приветствую, просека. И, конечно же, балкончик. А на балконе у нас вот такая вот красота. Красотища. Классно, да? С утреца проснулся и сразу же поплыл. Сейчас, видите, погода чуть не это. Ну, все равно хорошо, на самом деле. В первые дни вообще правильно, чтобы не обгореть. И еще здесь мальдивская сеточка, тоже полежать можно, здесь посохнуть, позагорать. Стол, стулья, лежанка, зонт. В общем, красота. Уединение с природой. Видите, вот здесь вот этот риф начинается. Да, вот волны там разбивают, там более темная вода.
Волны вот это идут, и плавник сюда доходит. Поплаваем с вами, посмотрим, что там у нас. Как вам вилла? Пишите. Пойдемте посмотрим на подводный мир возле нашего дома. Ну, вот здесь отсюда можно наблюдать рыб разных, но там вот их очень много. Того только нету. Так, в общем, мы на обед пришли. Здесь а-ля карт рестораны. Выбираешь любой. И хочешь. Мы пришли в итальянский. Я себе взял супчик какой-то, Жанна Гаспачо. Пиво здесь, кстати, безалкогольное такое, вот, очень вкусное. Брускетки взяли. И еще что-то сейчас покажу. Куриный цезарь. Так, и еще рыбка вот у меня. У Жанны стейк. Потому что очень вкусный цезарь, обалденный. Стейк прям аппетитный, ничего себе. Итальянский ресторан находится прямо напротив ресепшн. Здесь, в принципе, все не так далеко находится. Потому что, вот не знаю, как у вас по видео там, да, оказалось, что тучно, облачно. Видите, там тоже тучи, такие черные гуляют. Но солнце кочегарит. Прям горяченькое такое, знаешь, сидишь у стола, прям этот, рука если попадает на солнце, припекает очень сильно. Поэтому это идеально, видите, когда у тебя и тучки, и нет тучек, перемешку. Особенно в первые дни, потому что сгореть можно просто, вообще так жестко можно сгореть. Ну, обязательно мажьтесь, закрывайтесь от солнца, кепки, футболки, рубашки. Фрукты заказали, тарелочку то папайя, маракуйя, драгоний фрукт и этот, наверное, груш. Так, ну судя по пустой тарелке рыба, она была очень вкусная. Мясная тарелка такая же пустая была. Очень вкусное мясо и рыба, прям вообще шикарно все. В общем, тирамису перенесли, он был такой вкусный, Жанна набросилась. Ел без остановки. Очень вкусно. И панакота еще у нас. Вот так вот. Прям божественно, конечно, здесь все по еде. Никакая шведка не нужна. Так, а смотрите, кто у нас тут есть. Не пугай, Кеша. Его зовут Олли. Маракеша. Скажи hello. Смотри сейчас, как вкусит тебя. Ага, тебе сейчас. Можно у вас взять интервью? Он хочет Ой, так это ж не интервью. Он хочет Ты снимать. съешь. Так, мы отправляемся на ужин. Один из 3 ресторанов. Но вот ужин уже по записи. Жанна вообще за полгода как тур оформила. Уже за полгода записалась в рестораны. Программу нам сделала. Вот, потому что меняются рестораны, тематика меняется. Так, японский ресторан. Ну, все равно там, возможно, само меню меняется. Вот мы сегодня японский пришли. Посмотрим, чем кормить сегодня будут. И музыка еще живая планируется, видимо. Так, 2 раза в неделю здесь шведка. Я сегодня приехал, говорю, что-то хочешь светский стол. И вот сегодня на свечку. Сейчас быстренько посмотрим. Еще овощи. Здесь у нас фрукты и десерт, арбузы. Фруктиков много разных. Десерты, баночки. Но здесь, конечно, все очень вкусно. Сейчас будем все пробовать. Здесь колбаса, рыба, нарезочка. Типа ветчины, сыр, вот еще вот рыбка нарезана. Сыр с плесенью, много разных сыров. Так, соусы, здесь салаты. Надо все разглядывать, все пробовать, естественно, много всего. Где-то, может, с креветочками что-то будет попадаться, с морепродуктами. Да, кстати, которые по меню днем ресторана, это, честно, бесплатно. Не надо там за что платить. Со многие думают, что когда по меню, это платно. Так, чистую тарелку мне придется свою бросить. Пойти вам все открывать. Еще надо подсветочку сделать. Потому что здесь темно. Так, здесь курочка какая-то. Здесь овощи с чем-то. Из этого мустака есть миско, где-то завернутое с чем-то. Так, здесь креветочки с чесночком. Ой, запах обалденный. Гарлик, лимон, траун с лимончиком еще. Так, это что такое? Лахм манджуса. Миско какое-то по виду. Так, рис кристальный. Так, здесь еще масала, чана масала. Это что-то типа нут с чем-то. Так, здесь vegetable овощи. Джалфрези. Здесь, в общем, и кухня такая бывает, знаете, и необычная, азиатская. Это значит такое непонятное что-то.
Так, вот это чикен карри. Для любителям индийской кухни. Да, вот смотрю. Так, это ламб кофта баранина. Кофта турецкий котлет. С карри. Hello. Так, это плов куриный. Да, я сразу угадаю. It's very good. Thank you, sir. Так, пойдемте дальше. У нас одна зона. Здесь сидеть можно. Здесь у нас хлебушек. Тут уже вроде есть подсветка. Я сейчас фонарем все равно досвечиваю его. Так, булки, хлеб, лепешки. Так, ну надо читать, видите? И пробовать. Не знаю, что это такое. Это тоже какие-то пирожки. Сэндвич с чем-то. Это у нас что такое? Картошка написано, потато. Но тут явно перец в фритюре. Так, это тоже какие-то треугольнички. В общем, все надо пробовать. Все бывает вкусно, бывает острое, так что тоже аккуратненько. Так, это у нас куриный типа шашлычок, лепешки. Так, это рыба. Так, здесь курочка. Здесь у нас ламп, это этот ягненок, да, котлетки тоже с ягненком. Это Turkish Spicy Beef Kebab. Турецкий кебаб еще. Курочку гриль крутится, но там вот тоже готовят. И сюда, видимо, доносят. Но все очень вкусно, особенно креветки. Живая музыка здесь вот. Играют прям на скрипке, поют. Я креветок прям, наверное, это пару заходов съел, очень вкусно, с чесночком. Идем тут вечером домой по мостику, а тут, смотрите, какой гигант плавает. Это скат. Он огромный. Просто гигантский, на метр в диаметре. Здесь бассейн, видите, такие кабинки есть, 3 штуки. С утра мы шли на завтрак, поздно мы шли, сегодня к 10 часам 2 были свободны. И вот сейчас попробуем занять местечко на шезлонге. Здесь полотенце берешь, ищешь местечко и ложишься. Здесь что классно, везде зонты лежат. Можно не только от дождя защищаться, но и от солнца, потому что я сгораю вообще очень быстро. Хотя я привыкший к солнцу, 2 года в Турции прожил. Все равно вот так вот взял и идешь, чтобы не мазаться лишний раз. И ходишь. И везде, вот в ресторане их можно взять, на ресепшене, в номер забрать. И везде можно под зонтиком перемещаться. Так, ну здесь классно, в бассейне плаваешь, можно прям позвать официанта, вот он налил там бокалы, поставить шампанского, вот его наполнит. Можно вот так вот чилить прям рядом с баром. Вот здесь на шезлонгах легли с видом на океан. Там вот тенечек один есть в углу, а так в основном на солнце находишься. Тут же еще есть волейбольная площадочка. Видите, есть шезлонги туда в сторону на море. Но тут, видите, как у всех виллы. И либо вилла на воде, либо вилла на песке. И, то есть там тоже ты хочешь, у тебя постоянно свой пляж. Нет нужды в общем пляже. Поэтому есть свободные места. В прошлый раз мы в отеле были, там не было свободных мест. Тут мы плавали, доплыли вот здесь до бассейна. Вот до этого, с музыкой. Так, видите, можно вылезти и сюда попасть. Здесь вода чуть-чуть посвежее, 29 градусов. А в том бассейне 30. И нашли свободный домик, сейчас в нем поселились. Ну, здесь, конечно, вообще класс. Ложишься, у тебя тенечек, виды обалденные, бассейн. И здесь еще кто-то кнопочка есть, вызываешь официанта, он приходит, исполняет все твои желания. Так, смотрите, здесь в этом бассейне под водой играет музыка. Сейчас пойдем послушаем ее. Что там у нас слышно? Водичку можно, кстати, заодно замерить, да? Давайте опустим наш прибор. Померим пока заряд мальдивских эмоций. Все. Солнечных, бассейновых. Такая красота у нас здесь. Так, ну смотрите, здесь 29-30 скачет. Тут на нижнюю смотрим. Тот бассейн чуть потеплее, там 30 градусов. Так, одеваем очки и пойдемте слушать музыку. Я сам не знаю, будет слышно на камеру или нет. Давайте окунаемся. Где-то здесь вот колоночки. С одной стороны и с другой стороны. Раз, два, три. Не знаю, слышно было, нет. Сейчас вместе пойдем послушаем. Ну, прикольно. Так, сегодня на обед мы пришли в японский ресторан попробовать, что здесь. Ну, здесь японский. Ну, там написано, что японский на входе. У него может другой. Это мальдиванский.
Там написано Japan ресторан. В общем, здесь можно тоже выбрать креветки с салатом Цезарь, точнее Цезарь с креветками и с курицей на выбор. Хотя в итальянском был только с курицей Жанна взяла. Салат овощной, там много всего есть, и авокадо на выбор. Это меню вам забыл поснимать, там и бургеры, и что только нету. Но нету говядины, есть стейк из свинины. Это, не знаю. Попробуй. Так, здесь еще кальмары мы заказали. Жанна враб с курицей, что типа шаурмы, говорит, очень вкусно. Здесь всегда все очень вкусно. Я себе тунца кусочек взял. И еще фитн-чипс, тоже рыбку с картошкой фри. Очень люблю морепродукты есть на отдыхе. Здесь, конечно, в изобилии. А это что? Это свежевыжатый, можно сок взять. Мы просили ананасовый. Можно еще взять арбузный и апельсины. Пойдемте с вами вглубь территории, прогуляемся, осветимся везде по кругу виллы идут. Здесь есть, кстати, башня, на которую можно подняться, смотреть закат, если вам вдруг с пляжа его не видно. Ну или вообще подняться, посмотреть что-нибудь. Столик, по-моему, туда даже можно сказать. Здесь еще есть музей археологических раскопов. Здесь, когда шелковый путь проходил в каких-то годах, здесь что-то отрыли, какие-то колбы находили, это все в музее отвезли, и вот здесь эти раскопки остались. Можете, кстати, навести телефон на экран и отсканировать QR-код и почитать, что здесь было. Здесь, мне кажется, ночлежка чья-то. Этому дому 130 лет. Да. Раньше был на другом островочке, на маленьком. Соседнем. После того, как цунами было, его бросили. Он там развалился. Здесь его сюда привезли, здесь собрали заново. Как историю оставили. И вот это купабельные такие чаши, где можно окунуться. Было раньше. Сейчас тут рыбка живет маленькая. В общем, можно пойти прогуляться. Здесь вот там мечеть у них еще есть. Пропадочек посмотреть. Они тут по всему отелю гуляют. Так, можно по острову гулять, по пляжу, где хочешь. Вот там в серединке. Здесь вот где 124-я вилла. Здесь вот все снорклят. Должно быть что-то интересное. Тут даже дайвингу обучают. Листочек, красота здесь, да, такая мальдивская тишина. Там маленькие острова. Да, видите, здесь есть наклонные пальмы такие, раз и два сделать. Настоящие мальдивские фотографии можно. Смотрите, какие краски, какая красота. Тут можно гулять по пляжику, от солнца исчаться под зонтом. Вообще класс, да? Снорклить можно в разных местах. Видите, если ребята что-то возле камней нашли, кто-то там снорклить. То есть, в общем, в любом месте идешь с маской, занырнул, и все. А виллы здесь есть разные. Есть виллы с бассейном, есть без бассейна. Ну и водные виллы, там, где мы живем на воде, тоже есть с бассейном и без бассейна. Цена очень приличная, кстати, отличается. О! Ничего себе, тут пение птиц. В мире животных, в общем, здесь везде лисицы. На пальмах вверх ногами висят. Какой тут красивый закат сейчас скоро будет возле итальянского ресторана. Очень красиво здесь, да? Прям вообще красота. Но там единственное, когда закат, могут быть тучки и солнце может быть не видно. Поэтому сейчас, наверное, будет даже лучший кадр. Так, здесь у нас рядышком мороженое можно взять. Много видов, а мороженое просто наивкуснейшее. Вот кокосовое, там прям стружка кокоса внутри, оно не очень сладкое. И манго, в общем, все, пробуешь, все очень вкусное. Так, еще, судя по всему, тут вафли пекут, можно попросить, вам сделают. Так, здесь же пироженки, кейки можно съесть немножечко. Ну и, конечно, взять вкусного кофейку. Здесь даже есть декофената, без кофеина, кто любит. Очень вкусно делают, очень. Чайку тоже можно себе заварить. Так, потом здесь же, рядом с этим баром, можно прям в бильярдишко поиграть, американку небольшую. Настольный футбол и настольный теннис. А вот здесь вот можно еще порисовать. Уроки рисования здесь есть. $80, по-моему, стоит. Если вы садитесь, вас научат и нарисуйте прям вот картину такую с пальмой. Значит, берите с собой альбом, карандаши. И $80 платить не надо будет. Сядьте рядышком, послушайте и нарисуйте. Ну, этот островок, он вообще какой-то, знаете, такой, если сравнить предыдущие
умиротворенно, здесь так спокойно, никуда не торопишься, потому что, в принципе, все компактненько. С предыдущим островом надо было ходить, там один ресторан там, другой там. То есть здесь все очень компактно, все очень приятно. Где-нибудь идешь, куропаткой какой-нибудь походишься. Да, готов? Лисы вот здесь вот прям на деревьях прыгают, эти летающие. В общем, все очень компактненько, но при этом все очень расслабляет. И реально прям вот такое умиротворение находишь. Очень классно. Фигу пошел, попил. Закат пошел, посмотрел. Но вот ужины надо заранее резервировать. Вот. Жанна бронировала их еще за полгода. Вот сейчас ждем, закатец должен быть. Музыку здесь включают под закат. Вот видите, какая красотища. Ой, ну вообще. Просто космос. Давайте закатываем их океанических вам эмоций. Отправляю. Пенных немного. Ну, классно вообще, конечно. Цвета потрясающие. Блин, вот они Мальдивы, вот зачем сюда надо ехать. Вот он, релакс, кайф, красота. Ой, просто вообще обалденно. Смотрите, какой цвет воды бирюзовый. И рыбки плавают. В общем, здесь днем надо ходить по часовой стрелке, сверху смотреть на остров. Вечером против часовой. Вот мы ходим гуляем. Нагуливаем. О, кого-то увидели. Большого. Всех. Дельфины? Где? Где дельфины? Это кто-то с трубкой маской. Ой, там дельфинов увидели, представляете? Я, правда, не вижу. Но все прям кричат: дельфины, дельфины, плавнички появляются. Смотрите, дельфины, там плавники появляются. Так, там увидели дельфина. Я сразу снаряжение, очки, камера и вперед с дельфином. Никакого дельфина я, естественно, не догнал. Ну вот, где-то там далеко ребят плавают. Видели. Там потом такая бездна начинается. А здесь вообще прикольно, такая лагуна. Там песок, песок, песок. И здесь, везде. Они прям вот здесь вот болтыхались просто в 10 метрах. Там несколько штук. Я думал, там эти мантины или кто там такие крылья. Так, а сегодня вечером Ginger Moon. Посмотрим, что в этом ресторане дают поесть. Такой ресторанчик. Здесь вот прям готовят сразу, можно понаблюдать. Здесь, кстати, есть прям русское меню. Шашлычки есть, креветка, курица, мясо, роллы. Очень много всего на выбор, на самом деле. Курочка еще. Салаты разные. Супчики здесь и том-ям есть. И что только нет. Посмотрите, с мидиями. О том, что у нас тут курица жареная, всякие еще спринг-роллы. С рисом много всяких блюд. Пад-тай здесь тайский, вот я его возьму попробую. Ну и тоже всякие много лапши, риса и так далее. Так, том-ям, ну очень вкусные, ну и очень острые, хотя я просил средней острости. Креветочки здесь плавают, лапша, спринг-роллы. Были 4, стало 2. Так, вот микс с креветок, мяса и курицы. Но том-ям очень-очень вкусный. Пад-тай тоже прям шикарнейший. Вообще очень вкусно все делает. Жанна даже он всю лапшу съел. Так, и на десерт фрукты заказали. И манго. Кокосовое молоко и рис. Я про не знаю, что такое, я ради манго заказал. Так, для любителей спорта, таких как я. Здесь есть тренажерный зал. Смотрите, гриф есть, гантель, но это вам кто-то должен подавать, если вы же хотите делать. Велотренажер, эллипс, беговые дорожки, 3. Еще велотренажер. Здесь ноги, грудь, можно широчайшую спину покачать. Еще есть чем заняться, а еще гантельки даже можно гирю пометать наверх. Смотрите, как тут на Мальдивах можно взять наушники и прийти посмотреть кино. Кино какое-то там, видите, про подводный мир, наверное, на английском. И еще можно попкорн себе взять. И кино, кстати, с субтитрами на русский язык. Так, помимо кино, каждый вечер здесь вот музыка, там диджей. И можно сидеть вот так вот рядышком с морем. Посидеть на всю эту красоту, посмотреть. Барчики вот здесь, что-нибудь взять. Ну, официант тоже подходит, там есть кнопочки. Можно понажимать.
Это у нас вот возле итальянского ресторана, где бассейн. Это считается как главный бассейн, главным пляжем, можно так назвать. В баре много всего, куча напитков импортных. Все только импортное. Hello. Привет. Привет. Hello. Как дела? Нормально. Нормально. О, по-русски даже говорят. Да, здесь есть этот ром хороший. Plantation. Да? Как его зовут? Black. А? Как его зовут? Как зовут? Как его зовут? Женя. Джон. Джеко. What's your name? Джеко. Джейко. Nice to meet you. В общем, все есть. Виски, ром, все, что хочешь. Меню есть. Коктейль открывается. Если на все включено, то у вас все включено. Любые коктейльчики вам сделают. Водка даже абсолют есть. И Джеймисон, Балантайнс, Джек Дэниелс. В общем, и этих, и виски, и рома, еще только нету. И как вот текила, водка, вина. А просеки здесь, знаете, сколько выбора? Вот это прям винный шкаф. Это все, вот вино, просеку. Вот меню, все это есть, все это бесплатно. Любой выбираете. Итальянское, испанское, французское. Все бесплатно. Все включено. Вон шампань, брют даже есть. Нет, что-то есть на экстра. Там типа воды Сан-Пелегрино. Какой-то шампанское тоже, наверное, на экстра. Так вот и баночка, кола, вот это все вот. Все есть. Кстати, такие геккончики классные. Вот смотрите, они на стенке сидят. Опа. Из поближе подойти, они бегают. Кстати, все, что я показываю здесь в отеле, здесь, ну, ни за что платить не надо. Вот у нас все включено, приехали. То есть вообще, то есть, что я говорю по меню, все это бесплатно. А то многие, наверное, думают, что по меню это платно. Видите, гекконы бегают. Классные такие, прозрачные. И здесь, смотрите, и днем, и ночью можно ходить вообще босиком. То есть некоторые, ну, в ресторане вы можете ходить босиком. То есть некоторые вообще без обуви ходят. И обслуживающий персонал некоторые без обуви ходят. И только там в туалет должен сходить. Берешь тапки с собой и все. И, конечно, очень классно, что до 12 часов работает кофейня. Мороженое с кокосом. Прям приедете, обязательно берите там прям кокос, молоко и, по-моему, даже без сахара. Ну, есть сахар, но немного. Есть кейки без сахара. И с сахаром. Очень классно, что она работает. Можно зайти мороженку взять, кофе. И можно взять кофе без кофеина, чтобы уснуть потом. Поэтому классно очень здесь. И можно он еще... Смотри, он делает эти шаурму жарит. Жанна, смотри. Шаурму жарит тебе. Да. Ты заказывал? Да. Что, походу, здесь еще поесть можно. Не только попить кофейку. А, смотрите, здесь и поесть можно. Вот до 12 часов. Шаурмишку взять. Там она с тунцом есть. Вот он, сэндвич. С этим smoked salmon, то есть это копченый лосось, салаты даже есть. В общем, ну к вечеру сейчас мало чего осталось, сказал, только что с тунцом остался вот это шаурмишка. А так вот, видите, можно здесь перекусить, не только попить напитков. Классно. Молодцы. Ну, здесь же можно и колу взять, и напитки всякие там есть. Всем доброго, прекрасного утра. Кайф виллы в том, что ты открыл глаза, почистил зубы и сразу пошел. Поплавал с утреца. Это очень полезно. Я очень люблю плавать с утра. В бассейне, или в море, или в океане. Мы после хорошего заплыва с хорошим аппетитом отправились назад. Завтраки проходят здесь в японском ресторане, где японский ужин называется. Так, это вот этот ресторан. На завтрак у нас, смотрите, фреш апельсиновый и фреш арбузный ватермелон. Здесь всякие детокс напитки есть. Здесь еще напитки какие-то в баночках. Можно читать. Лимон. Чего только нет. Чай зеленый. Так, потом дальше идем по кругу. Здесь панкейки, пирожные всякие. Такая, в общем, выпечка. Потом здесь круассаны. Вчера ел, здесь такой жар стоит, здесь все это подогревается. Булки сладкие, не сладкие. Хлеб здесь есть. Так, фруктов много на выбор. Фрукты, зелень. Здесь еще всякие баночки, видите, чем только нету. С ананасом, с яблоком, с страубери. Все, что хочешь. Здесь еще баночки, типа йогуртов. Манго, страубери, чия. Это просто чия, драгоний фрукт.
ананас. Так, колбаса, сыры разные, маслинки, яйца. Так, вчера здесь была красная рыба, тарелок нет, значит забрали, сейчас наполним, принесут еще. Ну прям много было, прям целая гора была. Сейчас я приду еще себе взять, сниму вам. Так, пойдем дальше. Тосты можно поджарить, чай, кофе, это все может тоже официант попросить, шампанское, кто любит. На завтрак, пожалуйста, в изобилии. Пей не хочу, а не хочешь, не надо, не пей. Так, ну здесь горячее уже сразу есть, кто любит. Рис, овощи карри. Это без строганов. Потом здесь что-то курочка с чесночком. Так, макарошки. Я думаю, это не обязательно, да? На завтрак такой, наверное, мало кто ест. И здесь всякие тоже. Молочная каша. Так, здесь рисовая каша. Так, здесь разное молоко. Кремовое, соевое. Аут. Молоко, не знаю, что это за молоко такое. И вот это вот, типа, каша такой можно себе, да? Залить сразу. Не каша, а как это, хлопья. Хочешь такие, хочешь такие, хочешь такие. Мне кажется, у нас в детстве что-то такое было. Мне коробка вот прям очень напомнилась, что где-то я такое уже видел в далеком-далеком своем сознании. Так, вот здесь подходите, можете заказать блины, номер стола говорите. Блины, яйца, омлет, все, что хотите. Пожарят. Morning. Так, потом себе можете яичко, яичницу взять, бекончик жареный, настоящий, свиной. Все как положено, здесь сесоны разные. Здесь еще лепешечки, картошка, яйца, творные. Там же еще, кстати, блинчики можете заказать, вам еще блинчики принесут. Так, и здесь азиатский суп должен быть, к нему добавки разные. Можно добавить. Ну и с прекрасным видом вот так садитесь и трапезничайте. У нас как раз столик на первом ряду сегодня. Так вот вся эта раздача выглядит. Здесь мы уже ужинали как-то. Ну там попозже, наверное, увидите, или не знаю, как там миксовать будем это видео. Так, вон семга как раз подъехала. Вот тарелочку берем и накладываем все. Вот она. Семга очень вкусная, кстати. Потому что она копченая. Ну, она вкусно копченая. Я уж привык вообще к этому вкусу. Для меня это вообще нормально, мне кажется. Всем приятного аппетита и доброе утро. Попугайчик тут. Балдеть, смотрите, какой красивый вид вообще, да? Солнце двигается, и преломление разных лучей идет в воде, в воздухе, и все время меняется цвет воды. То здесь он такой, потом будет другой, потом он там будет другой. И ходите, гуляйте по острову и смотрите на всю эту красоту. Давай, давай, продолжай. Как-то нашел на него ключик. Это и танцор. Смотрите, здесь можно взять, если вы вдруг забыли ласты, маски, все бесплатно, можно взять на весь период отдыха. У нас водная станция, здесь нам все расскажут. Какие есть поездки, $95 стоит поездка на манты, на дельфина, на черепаху. Вот, лучшие места нам показали. Покажу. Вторая рука занята. Смотрите, вот виллы, вот остров, мы вот здесь находимся. Самый лучший снорклинг вот тут и вот тут. Ну вот здесь далековато надо плыть, вот здесь удобненько. Раз, зашли, много народу плавает и все. Ныряете. Можно также эксклюзив взять, а джет-ски поехать, мантов посмотреть. $420 2 часа. В общем, все варианты есть. Все, thank you so much. Вот. Ну так все есть, что хотите. И подводное плавание, главное, денежки с собой берите. И все, видите, все цены есть. Гидроциклы, туда-сюда. Вот, дельфины, все есть. Ну там какие-то бесплатные у нас будут, я вам покажу, что будет. Посмотрите. А так за ваши деньги, пожалуйста, все что угодно. Любой отдых. Можно еще на лыжах и на вейкборде покататься. $60 стоит вейк. Ой, этот виндсерф еще есть, он стоит. А каяки, по-моему, бесплатно. Каяки и вот сабборды, по-моему, тоже какие-то бесплатные. Но у вас здесь ассистент в чате будет. Поэтому пишите, давайте вопросы. Вот. Так можно взять. И доску, и каяк. Но это надо, чтобы жары не было, а то ой, как напечет. Или закрываться чем-нибудь. Главное на все найти время. Многие думают, что Мальдивы, приезжаешь, это так скучно, делать нечего. Я говорю, ты нереально ничего не успеваешь. Даже кататься на этих досках не успеваешь. Потому что где-то там релаксанешь, отдохнешь, там релаксанешь, отдохнешь. Тут походишь туда-сюда. И все, и время проходит незаметно в такой красоте.
Смотрите, сегодня уже другой день. Сегодня вот это была свободна. И там шезлонги все свободны. То есть здесь места всегда есть. Или шезлонги, или вот диванчик что-то освобождается. Смейся давай. Сегодня пошли погулять в другую сторону. Там это приезжают, и вот сюда в эту сторону. Смотри, сколько здесь мелкой рыбы. Ничего себе. Смотрите, это все рыба. Разбегайся. Обалдеть. Тут прям рыбное хозяйство какое-то. Смотрите. Ничего себе вообще. О, ничего себе. Большая рыба охотится на мелкую. Они говорят, подпрыгнули здесь. Дела, я испугался гонца. Видите, тут везде можно снорклить. Тут, там. И лагуны здесь, смотрите, белоснежные. Пойдемте, здесь зайдем поснорклим. Сказали, вот этот вот риф, как я на карте показывал, тоже интересно. Здесь прям явная глубина конкретная. И рыба прям плещется. Я уже боюсь посмотреть, что там будет. Сейчас все, окунуть, уже меня не слышно будет. Только на другую камеру. Несколько камер. И там, мне кажется, чернота сразу минус метров 30, наверное, вниз. В общем, вон то место, вот там, где я вам показывал, первый раз заходил, самое прикольное. Здесь уже не особо, ну тоже рыбы очень много вообще. Будьте аккуратны, я сейчас доплыл до буйка, там начинается обрыв. И незаметно понимаешь, что у тебя течением вот туда сносит, в океан, прям в открытый. Если у вас сил мало, если не успеете туда вернуться, может спокойно унести. Что будьте аккуратнее. Ну, хватит вдвоем, лучше, чтобы кто-то следил. Один не ходите, это вдруг понесет, хоть спасатели посоветуют. Так что аккуратнее. Дай газу. Давай, Дай с газу. тобой драться мужики, смотри, он стал в позу. Давай, Mortal Kombat. Не адекватно. В адеквате. Никто не бежает. Извините, вы в адеквате или нет? Давай, беги. Глаза выпучил. Так, пришли вечером на пирс, а тут крабы бегают. А помимо крабов вон там акулы. Большая акула. Где вторая? А вон вторая плывет. Вон они плавают, смотри, 3-4 штуки, смотри сколько. Им что-то по дну плавают. Офигеть, какие здоровые. Вот это акулка. Обалдеть. Она причем коричневого цвета. Раз. Вон 2, 3 лежат на дне, загорают. Это нам повезло. Пришли на пирс прогуляться. Здесь есть что, вот когда прилетаешь и отлетаешь, вот они здесь тусуются. Мы сегодня ни разу не ходили. Обалдеть, сколько их там сейчас спрыгнут, интересно, разбегутся или соберутся. На уши. Смотри, какие они большие. Да, вообще огромные. Вот Смотри. эти посмотри, какой. Метра 3, наверное. Прям беременная. Да, вот такое количество акул реально я никогда не видел. Обалдеть. Смотрите, акульи рай. Охренеть. Обалдеть, смотрите, прям жу. Потрогать можно. О, плавничок высунулся. Плавничок. Смотрите, когда будете вечером сидеть вот здесь или возле бассейна, возле бара, на пляже, у них можно просить фрукты до 10 часов.
И вам в такой коробочке их принесут. Можно еще, кстати, онлайн это все заказать. Ну и не только фрукты. Там через приложение много чего можно заказать. На вынос суши всякие. Так, продолжение акульей истории. Вот место прилета. Пирс. Вот здесь они вчера были. Сейчас ни одной нету. Пришли посмотреть. Но сегодня мы одну видели. Она вон там вот плавала. Вот. Но я тогда гонял, наверное, метр 30. Может, 1,5 метра была акула. Вот эти, конечно, уже 2,30, наверное. 2,50. Даже, мне кажется, 3-метровые здесь вчера были. Вот это, конечно, уже... Не знаю, будет ли она меня уплывать, или я буду от нее уплывать. Ну, интересно очень было. Вот если там увижу, расскажу потом. Ну или сниму, у меня камера всегда с собой вторая. Но сейчас нет никого, видите. Ну и что напрягает, конечно, вот там, допустим, спуститься к ним поплавать, потому что их кормят здесь. Кто мясом, кто курицей. Мы сами в прошлый раз, когда были в Водоране еще, за прошлый раз хоть франфуш кормили их. А это очень опасно, они привыкли к этому мясу. Естественно, они могут подумать, что ты просто еда. И цапнуть тебя, то есть, может, без намерения съесть, ну, попитаться там, подкусить тебя, попробовать, что-то за мясо сегодня дают, риск такой есть. Если я с местным тоже вчера разговаривал, он говорит, типа, ну, съедят, не съедят, но укусить, говорит, в принципе, теоретически могут. Такой случай один был, по-моему, в том году. Вот. Так что аккуратно, а так случаев нападений вроде на Мальдивах нету. Они вроде такие, как они там, мамкины акулы, какие-то рифовые, поэтому должны быть безопасны. Здесь, кстати, есть еще специальная экскурсия, поездка на ныряние к акулам. Смотрите, рядом с нашей виллой скат плавает. Я всегда готов к бою. О, ага. Так, а вот сегодня, смотрите, дождик прошел. То есть по прогнозу вообще вот каждый день дожди, ливни, заливает. Мы еще когда летели, думаю, блин, ну, подрастроились чуть-чуть. Потом я смотрю, что прогнозы здесь вообще не сбывают. То есть вот из всех дней сегодня первый такой тучный день. Дождик прошел. Вот ты идешь, вот вроде солнца не видно, тепло пипец. И вот солнце через маленькие тучки проходит. И все равно прям, ну, и загореть можно, и даже обгореть, кстати, можно через такие точки. То есть не смотрите прогнозы, не верьте им, они все неправильные. А если дождик и будет, то он местами то будет, то не будет. И сейчас сменилось очень. Видите, сейчас у нас самый высокий сезон, самые высокие цены. Вот, но и лето может быть то же самое. Сейчас вообще сезон просто сбился, можно в любое время лететь. И дождик, и солнышко. Но даже когда дождик, я вообще особо не парит, наоборот, даже хорошо. Хочется сегодня передохнуть от солнца, потому что вчера еще немножко обгорел. И идешь, и вообще ни капли не расстраиваешься, наоборот, кайфуешь. Даже вот под дождиком сейчас там на вилле посидели чуть-чуть, дождик кончился, потом искупались. Да, кстати, здесь в магазине можно купить открытку, оплатить ее, наклеить марку и отправить домой. Представляете? Так что пользуйтесь. На любой вообще этой мальдивской острове, на любом можно так сделать. Точнее, открытку и марку покупайте в магазине, а на ресепшене отправляете. Так, по поводу цен, смотрите, этот отель нам обошелся в районе 400 тысяч, хотя вот на ближайшие даты он там в районе 800 тысяч стоит. Вот, нужно все заранее бронировать, и нам поймал хорошую цену, а билеты нам обошлись 140 тысяч, аэрофлотом прямые рейсы, ну, то есть вообще шикарно. Тоже мы брали заранее, там, наверное, чуть не за полгода. Поэтому тоже берите все заранее, не тяните, чем меньше мест на самолете, тем дороже билет, чем меньше мест в отеле. А этот отель почти всегда вообще в стопе. Тем дороже цена, как всегда. Спрос повышает цену всегда. Так что вот так вот. Заранее все бронируйте. Будет вам счастье. А Жанна вот все с птичкой тут развлекает. Привет! Hello! Аж перья летят. Вау! Целуем. Какого поцелуй первый? Везде лисицы висят, летают, смотрите, прям смотрят на нас. Привет. Морда как у собаки, а глаз как у орла. Так, и вот смотрите, еще немного времени прошло, и
Вылезло солнце. Давайте я вам покажу виллу с бассейном. Это семейная большая вилла, здесь вроде никто не живет, судя по всему. Так вот бассейны. И они чередуются. Тут бассейн, тут без бассейна, большие, маленькие виллы. В общем, любой вкус есть. Ну и пляжи везде разные, где-то песочек, где-то есть камушки. Ну, раз все равно пошел и поплыл. Без разницы, или 2 шага его нашел, лагуна сразу. Поплавать везде можно. Но если будете бронироваться у Жанны, то она сейчас ходит, записывает все номера, где какой выход из воды, где какой камушек, не камушек. Своих туристов бронирует, ну, естественно, при наличии номера. Хорошие виллы, чтобы вышли у вас. Лагуна, песочек был, где закат, где рассвет, все что хочешь может он реализовать. Самое прикольное место для ныряния, вот вы там выходите с 24-й виллы, и вот сюда чуть левее идете, и вот здесь вот эта вот глубина ухода самая красивая, здесь столько рыбы вообще. Можно на глубину не уходить, вот здесь заходите и сразу смотрите. Можете просто даже встать, вот здесь маску вот так вот натянуть и стоять, смотреть на всю эту красоту. Водичка здесь такая более прохладная, здесь океана прям идет холодком. Самый классный, конечно, вот 131-я, семейная большая вилла. Плюс вторая, видите, лагуна такая большая, песчаная. И можно туда даже на глубину сплавать. Ну, на самом деле, здесь весь остров обойти где-то 250 или 300 метров на 800. Мы в день по несколько раз обходим. Без накладки у меня камера, поэтому может плохо слышно мы. Письма не на ресепшн надо отдавать, а вот сюда, в почтовый ящик кидать возле магазина. Так, сегодня вечером у нас рыбный ресторан, точнее морепродуктов. Опять же, в японском ресторане, как снизу написано, сверху он называется тазе. Так, этот рыбный вечер проходит в виде шведского стола. Пожалуйста. Это у нас крабьи лапы, мидии, рыбки, креветки. Здесь много разной рыбы. Так, я, конечно же, первым делом ищу креветки. Это темпора овощи. Так, креветочки. Я бы сказал, креветища огромные. Лобстеры, смотрите. Кальмары. Тунец. Ой, там, я думаю, живые рыбы. Так, ну обычную курицу я вам не буду все это снимать. Потом вы видите, смотрите, тоже всякие морепродукты. Можно с овощами смешать и сделать себе пасту. Пасту с морепродуктами, не только. Так, потом здесь есть суши, сашими, васаби, все как положено, соевый соус, есть вот такая красота получается. Так, салаты, все, ну все остальное не буду вам снимать, потому что, в принципе, там гарниры, курицы, всякие мясо, там все это было, можно это не показывать. Здесь самое главное, это морепродукты. Ну и все, как я вам показывал, овощи, фрукты, тоже все есть. Естественно, в том же зале все это происходит. Так что обязательно записывайтесь. Я смотрел, сегодня еще на 9 часов было свободно. Может, даже и 2 раза можно сходить. Давайте я вам при свете еще покажу. Лобстер съел обалденно вкусный. Крабы тоже, здесь много мяса в этих клешнях. Креветочки. Кстати, здесь вкусное пиво Эстрелла. Такое есть. Из Барселоны. Живая музыка здесь нам подыгрывает к такому приятному вечеру. Песни какие поют. Песни нашего детства. Плюс к этому ко всему миллион видов шампанского, просеки, вина, просто вагон. Там меню, все это вообще в вине, что хочешь, да? Слушай, ну очень все вкусно, я сейчас все съел. Сейчас уже иду за второй порцией. Обалденно, я 3 половинки лобстера съел. Креветки самые, конечно, очень вкусные. И суши, это безумно вкусные суши, я таких, не знаю, наверное, никогда реально не ел. Настолько нежные, то есть вот эта рыба вся просто нежнейшая, вкуснейшая, соевый соус плюс всему хороший. Это просто it's very good. Просто very good. Очень круто вообще просто. Сашими там я вот эти попробовал. Просто нежнейший тунец. Просто вот обязательно прям первый день приедете, сразу сюда записывайтесь. Вот сегодня я смотрел на 9 вечера даже свободно было, а так на 6, на 7 все расписывают. Поэтому сразу, когда забронируетесь, Жанне напишите, она вам скажет, как сюда сразу забронироваться. Так, я все разузнал. Тунец отсюда, из Индийского океана, и вот это тоже рыбка. А лосось уже из Атлантического океана. Смотрите, в меню приложения заходите, еще там есть такой пункт, в ресторан заходите, а потом закажи и иди. То есть можно с собой заказать,
Заходите, здесь куча всего, там все написано, как это заказывать, или на бар подходите. Тоже написано, какой, или по телефону звоните, кнопочку нажимаете, тоже здесь написано, как кнопку, и заказывайте из любого ресторана, что угодно, пиццу, там, суши, здесь столько всего. В общем, даже тайскую еду можно заказать. То есть каждый ресторан вы можете себе заказ сделать. И вам ко времени готовят, приходите, забираете и идете. Видите, вот расписание. То есть до 10 часов. С 11:30 до 10. В общем, объесться и не встать. Вот он, видите, захвати и иди называется. Сегодня у нас прогулочка на закате, на катере на таком. Это бесплатно. Один раз можно за отдых прокатиться. Приплыли к острову, здесь идут, смотрите, еще и напиточки. Здесь алкогольные, пиво, пожалуйста, шампанское. Все, что хочешь. И я смотрю, чувствую, здесь какая-то еще еда припрятана. Так, сегодня у нас вечером новый а-ля карт ресторан, Тиен, японский. Здесь прямо суши можно себе выбрать, сашими, роллы. В общем, огромное количество выбора. Выбирай все, что хочешь. Я вчера как раз съел вот на том ужине. Этот был. Вот это вкусненькое было, похоже. Здесь еще супчики можно дополнительно взять, креветки, мясо, курицу. Десерт вкусный. И веганские роллы еще. Начинают подплывать лодочки с сашими, суши, супчики. Это моя любимая чука, она очень вкусная. Потом у нас еще креветки жареные, удон с креветками темпуры и говядина. Так, я вот думал, что мы весь остров уже вдоль поперек обошли, но оказывается нет. Но здесь они что-то сами выращивают. Это вот у нас ресепшн. Мы как-то с ним так ходили, вот эту дырочку не ныряли. Здесь медикал центр, не дай бог вам сюда, конечно, обращаться. Но если что, вы сначала звоните оператору, как у вас на страховке написано, потом обращаетесь, а не сразу обращайтесь. Так везде. Если сразу обратитесь, с вас денежку соберут. Вот и все, звоните. Или с ресепшена идете звонить. И все. И там вам скажут, что дальше действовать, как быть. Ну, если вы, конечно, от оператора, если вы не сами отель бронили, сами бронили, там уже... Ну, там страховку каким-то хотя бы делать какую-то любую. Вот, и здесь мы ни разу не были. Знаете, как здесь красиво, да, все цветы, сады. А почему мы здесь оказались? Мы покинули нашу виллу. Сейчас ищем приют в другой вилле. В общем, мы переехали из одной виллы в эту, потому что на весь срок не было виллы водной. Вот, нам пришлось разделять. Вот ищем нашу виллу, ходим. Кстати, здесь еще есть экскурсии на внутренний двор, она у них называется, то есть там, где у них все проходит. Все вот это, как они там воду опресняют. Вот. Ну, опять же, мы что-то как-то поздно спохватили, Жан говорит, я думаю, тебе не надо. Нету места. В общем, можно записаться сразу, приезжайте сразу, записывайте из вашего этого помощника на все мероприятия, какие только можно. 136-я вилла у нас будет. Так, ну мы переехали в другую виллу. Давай сейчас вам быстренький обзор. Здесь вход у нас. Есть туалет, полулица, полдом. Здесь у нас раковины, 2 штуки, сейф, мини-барчик. Как всегда, кофе, здесь все это есть. Потом здесь у нас душ и ванна еще есть. Можно полежать, послушать пение птиц. Но здесь еще 2-й душ. Вот красотища. Самая красотища, конечно, не здесь. Пойдемте дальше. Так, тут у нас телевизор, стол, кровать. Этот вентилятор, кондиционер. Все есть, это не самое главное, здесь мы, конечно, меньше всего времени находимся. Угловодная вилла, здесь у нас вилла песчаная, многомойник, 2 шезлонга, вот здесь, кстати, тоже можно посидеть, стульчики, стол и лагуна, про которую я говорил, такая голубая, одна из лучших, вот так вот, ну она везде, в принципе, хорошая, и там, и там, и там, здесь можно вот здесь поплавать, потом здесь мель идет. А потом дальше туда уже глубина. То есть там прям вообще красотища еще та. Кто не боится, можно туда плавать. И лайфхак вам по снорклингу, если хотите плавать, где мы на водной вилле жили. То есть некоторые селятся, и может не быть рыбок. Вот где увидите такие темные пятна, подплывайте, смотрите. Если там кораллы живые, то вокруг них будет очень много рыб, очень много красивых рыб, мелких, крупных. Если мертвый коралл, то мало будет рыбы. В общем, ищите вот так вот с виду. Ну, сверху смотрите, где кораллы, такие островки. Вот, и там, смотрите. Здесь, скорее всего, не коралл.
Пошлите, сильно темная. А вот это светлые могут быть кораллы. Как вам вилла, как атмосфера на Мальдивах? Класс. Мне бы хоть чуть дымку, но этого вообще вполне достаточно, чтобы сгореть. Так что защищается от солнца кепками, мазями, зонтами. Так, ну пойдемте посмотрим на подводный мир в этой лагуне. Мелкая рыбёха. Там, наверное, у нас крупная рыбёха. Ну, на глубине реально там сюда прям огромная рыба есть. Можно прям подплыть туда и посмотреть. Ласты, маски и вперед. Так, погода у нас непостоянная. Видите, как сейчас ярый сезон, опять же. И вот то тучи, то не тучи. Но я вот нашел чем заняться. Сейчас 45 минут заплыв себе делал туда-обратно в диапазоне пульса 110-130. Ну, 130 старался держать, чтобы калории хорошенько поджечь немножко. Так что всегда есть чем заняться. Это песенки сегодня. Угадаю, первая мелодия. Мощный. Молодец. Так, потом у нас, смотрите, дискотека. От скрипа начинается. Все песни такие энергичные. Очень весело, но даже Оксан сейчас танцевал с подносом. А вот так завозят провизию на остров. Корабль пришел, он еще ночью пришел, и сейчас его вторая разгружают. Там куча коробок, баллоны всякие там, кислородные для напитков везут. Так, завтра уже отчаливаем. Сейчас сдал ласт, маску. Очень классно поплавали, поныряли у нас там особенно. Слушайте, ну прям очень грустно уезжать из этого отеля. Наверное, вот везде, где мы были, в 3 отелях, это один из самых вообще запоминающихся отдыхов. Потому что, не знаю, так все круто, так все офигенно. Даже не буду говорить, задавать вопрос, вернулся ли сюда еще раз или нет. Вообще с огромнейшим удовольствием. Мы хотели, конечно, смотреть другие острова. Но я бы сюда, я бы даже не уезжал бы отсюда. В общем, весело. Попугаи тут каждый день ходит. Научили его уже плохому. Спать. Муж. Я шучу, плохому не очень, только хорошему научили. Ну ты запомнил, как будет Россия? Россия. Марим, тебе уже привык уже. Кусает тебя. Ой, цап-царап. Так, насчет минусов. Закончилось кокосовое мороженое. Уже у меня 4 его нет, я все съел, и больше его не привозили. Но было очень вкусное, мне понравилось. Потом, хотелось бы, конечно, больше морепродуктов вот на обед, вот в этих ресторанах. Нет, там есть и рыбка, и кальмара, но хочется какой-нибудь салат, вот там с морепродуктами. Здесь я супчик нашел в аквапацию в итальянском, это супчик с морепродуктами, его ел. Но хочется больше еще морепродуктов, вот так ежедневно, потому что вот этот а-ля карт, который был рыбный, ну, с лобстерами, это, конечно, вообще шедевр. Следующий день на суш, потом были тоже офигенно, там же все это очень вкусно было. Все очень классно, конечно, питания еще проблем нету. Чуть-чуть больше бы морепродуктов. Вот. Ну, хотя и так тоже в достатке можно найти, это прям совсем уж придираться. А так по минусам, почти минусов особо нет. Персонал просто обалденный, все улыбаются вечно. Ходят даже сами с собой улыбаются, если вас там нет. Минусов вообще особо нет. Остров компактный, все уютненько. И походить есть где, и при этом ты на этой территории не устаешь ходить. То есть не того, что маленький, тебе прям скучно. Нет, достаточно прям. В общем, мне идеально все зашло. И снорклинг обалденный, и чего только нету. И акул там видели. В общем, супер.
еду здесь можно, видите, в коробках с собой брать, сэндвичи, все, что хочешь. Не наелся, здесь вот пришел, тут еще поел, с собой взял. В общем, можно и пиццу заказывать домой, все что угодно. Ну, давайте на прощальный закатец успеем. Блин, конечно, это классно. Вот вроде только приехали, а уже уезжать. Надо было иметь в виду. Не так классно, классно здесь было. Очень классно. Сегодня какой-то просто нереальный отлив. Море ушло. Вот. Все там в камнях. Видимо, грустит по нам. Скучает. Сейчас еще какой-то коктейльный пати будет готовить. В честь нашего отъезда, наверное. Ни разу не был. Ребята здесь вообще красавцы. Все улыбаются, все время ходят веселые. Вот диджей там сейчас стоит, музычку играет. Коктейльчик наливает, смузи. Какая красота, да? Дарят вам всем мальдивских. Блин, я буду скучать. Но сюда я обязательно еще вернусь. Мы вернемся. Потому что здесь было очень классно. Я говорю, всех моих поездок на Мальдивы, немногочисленных 3 поездок, это самое вообще лучшее место. Прям самое обалденное. Ну, этот отель почти всегда в топе. Вот была мне очень хорошая цена. Что она поймала. Будем опять ловить. Вон, сейчас, видите, закатится у нас вот такой через точечки. Мы и на водной вилле пожили, и вот в такой вилле пожили. На самом деле везде хорошо, и там везде свои плюсы. Минусов даже нет вообще, хотя сказать минусов нету здесь реально. Уже есть только плюс. Блин, даже камеру выключать не хочется. Завтра еще вот, блин, вот этот самолет залетать будет. Отсюда, когда улетаешь с Мальдив, все время такой трепет вообще на душе. Там даже слезы могут покатиться. Когда отдых классный, а вот потом вообще просто слезы льются. С утреца уезжаешь. Вообще первый раз реально такой отлив. Вот где ракушки собирали рыбу, вон здесь можно пойти. Видите, здесь вода осталась, а рыба, возможно, не вся ушла в море. Здесь можно пойти рыбу собирать руками, вон ее даже видно, когда там плещется. Ой, классно. Я сегодня наснорклился в нашей бухте, где она, кстати. А, вот дальше чуть за этими камнями. Вот, видите, все отлило. Нужно пойти пособирать что-нибудь. Вот видишь, вот раньше вода всегда была. А я иду, а здесь, смотрите, крабовая вечеринка. Вон они во мне побежали. Куда вы все? По щелям разбежались. Вон они, вон здоровый пипец. Черный, коричневый. Спрятался. Выбегает. О, разбегается. Ничего себе, сколько-то. Сколько можно из вас сделать? Крабовый. Через 9 минут начала коктейльной вечеринки, но я все равно сейчас брошу никак, воды искупаюсь напоследок. Быстро душ, нужно переодеваться, потом извините, купаемся. Ужин уже потом. Так, вот и коктейльчики. Солнце уже закатилось, я его вовремя успел снять. Наш персонал, вечно улыбающиеся ребята. Очень приятно здесь вообще персонал. Thank you so much. Так, и вечерком перед отъездом вам дают ленточки такие. Ищите желание, здесь любой день, да, можно. И вот это себе, да, день берешь, такой браслетик какой-нибудь на выбор. Тоже желание исполняет. И потом повесим сейчас. И потом вот сюда, на дерево желаний, возле мороженого. Вешаем свою ленточку с желанием. Ну и одну сюда на руку вяжем. Смотрите, сколько тут ленточек. Скоро дерево не видно будет. Кто знает, что означает эта надпись? Это значит, что мы завтра улетаем. Так, ну что, подъем, как обычно, в 6 утра на Мальдивах. Ну, в 6:50 даже. Надо выставить чемоданы. Позавтракали. Завтрак всегда к этому времени готов. Все полноценно есть. И ждем сейчас наш гидросамолет. И отплываем. Отлетаем. Так, ну все. Наш самолет прибыл. Говорим пока-пока этому самолету и бежим обратно на остров. Все. Я остаюсь. Ну все, пока-пока. Островок наш любименький. Очень классно было. Рассветится там у нас куда-то наверх пошел. Занимать места надо слева. Летать будем вот так вот вдоль вью, чтобы на остров посмотреть последний разок. Вот он наш красавчик, на котором мы полетим. Прям до Москвы.